Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу небольшой процесс плетения вот такого пузатика. Так что приглашаю вас присоединиться к этому процессу, подписывайтесь на канал, будет много всего интересного, и нажимайте на колокольчик, тогда точно ничего не пропустите. Это не подробный мастер-класс, здесь я показала кратко основные этапы плетения этой корзиночки. Если вам что-либо будет непонятно, то обязательно пишите в комментариях свои вопросы, я на них обязательно отвечу. И начинаю я работу с плетения круглого дна. В общей сложности у меня проплетено 10 рядов, далее я перехожу к стенкам корзиночки. В описании я оставляю ссылки на те видео, где показывала более подробно, как плести такое дно. Например, видео о пасхальной курочке я дно плела по такому же принципу. Заглядывайте в описание обязательно. Как я уже сказала в начале, эта корзиночка будет пузатенькой, не слишком маленького и не слишком большого размера. Такая достаточно вместительная, в нее очень много всего можно положить: фрукты, овощи, ягоды, печеньки, конфетки, а также какие-то свои прибамбасы рукодельные, нитки, тесьму, пряжу, кружево, ленты и так далее, и так далее. Да, еще забыла в самом начале сказать, что в этом видео вас ждет сюрприз, поэтому смотрите внимательно и не пропустите. После того, как дно готово, размещаю его на форме и плету уже сверху вниз. Здесь мне нужно сплести плавный переход от дна к стенкам, и я использовала глубокую миску. Очень похожим образом я плела курочку на Пасху, а также об этом говорила, что ссылочка на нее будет в описании. Конечно, в этом видео я показываю очень ускоренный процесс плетения данной корзиночки. В реальной жизни я так быстро не плету. Я плету очень медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. И вам также советую не торопиться и внимательно следить за тем, как вы проплетаете ряды. Внимательно следить за тем, как вы наращиваете, потому как и с изнаночной стороны наращивание должно быть тоже не особо заметным и более аккуратным. Также в процессе плетения старайтесь подтягивать ряды, если вы видите, что где-то у вас немного сместилось в сторону или поднялось, или опустилось наоборот. Обязательно на это обращайте свое внимание и исправляйте ошибки по мере их поступления. А вот теперь я перевернула плетение и плету уже практически без формы, сначала расширяя стойки, направленные почти на меня, а потом сужая плетение. Для удобства я в середину поместила грузик, он отлично держит плетение на месте и дает контролировать поднятие стенок очень хорошо. На этом этапе я нарастила стойки своим любимым способом, то есть старые стойки я обрезала под наклоном и вставила их в новые трубочки.
Ну вот работа практически подходит к концу, у нас получается вот такой милый пузатик. Я убрала сейчас рабочие трубочки без камеры и показываю вам, что у меня на данном этапе происходит. То есть одна трубочка у меня убрана, рабочая, ее не видно, и одна осталась. Сейчас я в это место капаю клей ПВА, обрезаю эту трубочку. Если здесь виден кончик, он потом спрячется за загибкой, можно не волноваться. Ну а вот теперь и загибка. Она такая же, как я показывала на подставочке, только в обратную сторону. То есть сначала я завожу стойки друг за дружку вовнутрь. Получается не очень удобно, особенно перед камерой, но постаралась этот процесс вам максимально подробно показать. А потом уже эти стойки я завожу вовне. Ссылку на загибку, которая была на подставке, я обязательно оставляю в описании, заглядывайте туда. Да, напоминаю, что загибка делается в 3 этапа, как и на подставке. Здесь последний этап заключается в том, что я концы трубочек завожу обратно внутрь корзиночки и там же концы обрезаю. Ничего не видно, потому что здесь у нас форма у корзиночки пузатик, и бортики у загибки получаются довольно объемные, так что даже пенечков никаких не видно с обратной стороны. Ну а пока я лакирую корзиночку и 2 подставочки, расскажу о сюрпризе. Как я и обещала, стараюсь сделать их теперь почаще. И перед этим мне очень хочется вам всем сказать огромнейшее спасибо за лайки, за поддержку, за то, что делитесь моими видео и за обратную связь от вас. Мне это очень приятно, очень вдохновляет, и я буду стараться вдохновлять вас и дальше. И обещанный сюрприз заключается в следующем. Я с удовольствием подарю этого пузатика и 2 подставки под горячее в придачу одному из вас. Условия для участия очень простые. Во-первых, вам нужно поделиться этим видео ВКонтакте, Одноклассниках или в Фейсбуке. И во-вторых, в комментариях к этому видео оставить ссылку на вашу страничку в соцсети, где вы поделились этим видео. А еще поставить лайк этому видео для поддержки. 29 апреля, воскресенье, в 6 часов вечера по московскому времени я определю победителя случайным образом с помощью специального сайта, как, впрочем, и обычно. Внимание! Один участник может оставлять не более 1 комментария. Доставка приза по России и странам СНГ будет осуществляться за мой счет. Условия конкурса и размеры приза, размеры корзиночек и подставочек я оставляю в описании под видео, заглядывайте туда. Ну вот и все, желаю всем удачи, вдохновения, легкого плетения, будут еще сюрпризы, не пропускайте и подписывайтесь обязательно. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!